Барселона решила избавиться от капитана клуба. Каталонская Барселона приняла решение в отношении немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, который является первым капитаном в клубе. По информации испанского портала Sport.es, каталонцы больше не рассчитывают на немецкого вратаря. Руководство клуба решило даже расторгнуть с ним контракт. Барселона сообщила, что готова выплатить вратарю его зарплату за весь следующий сезон, для того, чтобы он согласился прекратить отношения по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне Марк-Андре тер Штеген из-за травмы провел только 9 матчей, пропустил 11 голов и один раз отыграл на 0. Заменой немецкого вратаря должен стать Жоан Гарсия. Борнмут требует за Забарного 75 миллионов евро у ПСЖ. ПСЖ продолжает активные переговоры по поводу центрального защитника сборной Украины и Борнмута Ильи Забарного. По информации журналиста Фабриса Хокинса, ситуация остается непростой. Борнмут не планирует расставаться со своим ключевым игроком по заниженной цене и оценивает футболиста в 75 миллионов евро. Несмотря на то, что стороны оставляют себе простор для торга, позиции клубов существенно отличаются. Первое предложение от ПСЖ, по данным Еремси Спорт, не достигает даже 50 миллионов евро. Вероятность того, что Забарный присоединится к парижскому гранду еще до старта клубного чемпионата мира, почти нулевая. В то же время переговоры между сторонами будут продолжены и могут принести результат уже этим летом. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Миньян близок к переходу в Челси. По информации Фабрицио Романо, Челси и Милан снова вышли на прямой контакт по трансферу вратаря Майка Миньяна. Переговоры продолжаются, и оба клуба обсуждают условия потенциального соглашения. Французский голкипер, по данным источника, желает присоединиться к лондонскому клубу и лично настаивает на переходе. В то же время окончательное решение остается за клубами. Ранее сообщалось, что итальянцы желают получить за Миньяна около 30 миллионов евро, но Челси не готов платить такую сумму. Атлетико Мадрид подписал игрока Барселоны. Атлетико подписал контракт с защитником Барселоны Клеманом Лангле, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 29-летним французом рассчитано до 2028 года. Он перешел на правах свободного агента. По данным Фабрицио Романо, каталонский клуб и Клеман расторгли контракт по обоюдному согласию. В прошлом сезоне Лангле выступал за Атлетико на правах аренды. Он провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Интер получил нового наставника. Бывший тренер Пармы Кристиан Киву возглавил Интер. Клуб подтвердил заключение контракта с румынским специалистом до 30 июня 2027 года. Ранее пост главного тренера Интера покинул возглавивший Аль-Хиляль Симоне Инзаги. Отметим, что Киву возглавил Парму в феврале этого года. До этого он работал с молодежными и юношескими командами Интера, за который выступал во время карьеры игрока. Манчестер Сити объявил о трансфере защитника. Манчестер Сити объявил о подписании левого защитника сборной Алжира Раяна Аит-Нури. 24-летний футболист присоединяется к горожанам из Вулверхэмптона и подписал контракт на 5 лет, до лета 2030 года. За волков Аит-Нури провел 157 матчей. В прошлом сезоне алжирец забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Большой скандал в сборной Польши по футболу. Форвард сборной Польши Роберт Левандовский потерял капитанскую повязку. Как сообщают польские СМИ, большинство футболистов встретили новость аплодисментами. Более того, по словам источников, близких к команде, игроки праздновали смену и признали, что главный тренер Михал Пробеш своим шагом заслужил уважение коллектива. Сам Левандовский решил приостановить выступление за национальную команду, по крайней мере,
до возможной смены тренера. Отметим, что 36-летний нападающий провел 157 матчей за сборную Польши и забил 84 гола. Александр Зинченко близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Италии. Игрок Арсенала Александр Зинченко может продолжить карьеру в Лацио, сообщает издание La Lazio.net. Лондонский клуб готов отпустить 28-летнего украинца, контракт которого истекает через год. Канониры оценивают его примерно в 5 миллионов евро. Сам футболист хочет попробовать новый опыт. Италия и серия А интересуют его. Помешать трансферу может высокая зарплата игрока, а именно около 5 миллионов евро в год. Это цифра, которую Лацио не может принять. Александру нужно снизить свои требования, возможно, распределив зарплату на длительный контракт. Отмечается, что также кандидатуру Зинченко рассматривает Милан, а Интер интересовался игроком в январе. Криштиану Роналду принял решение по поводу новой команды. Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду рассказал о своем будущем. «Мое будущее. В принципе, ничего не изменится. Останусь ли я в Аль-Насре?» «Да», — заявил Роналду. Напомним, контракт 40-летнего португальца с Аль-Насром рассчитан до 30 июня. Криштиану присоединился к аравийскому клубу в конце 2022 года. За это время он забил 89 голов и отдал 17 передач в 98 поединках. Реал хочет превратить Гюллера в центрального полузащитника. Реал принял решение относительно полузащитника команды Арды Гюллера, сообщает АС. По данным источника, турецкий игрок с подписанием Мастантуона получит дополнительную конкуренцию в команде после ухода Модрича. Это решение клуба направлено на обеспечение большей стабильности в составе. Сообщается, что стратегия клуба заключается в том, чтобы настаивать на превращении 20-летнего турка в центрального полузащитника, создателя игры с точностью при стандартах благодаря его отличному удару. С уходом Модрича у Гюллера появится больше возможностей для развития, но клуб и требования Хаби Алонсо также сыграют свою роль. Нападающий финалиста Лиги чемпионов заявил о том, что покидает клуб. Австрийский нападающий Интера Марко Арнаутович заявил о том, что покидает клуб. 36-летний футболист, контракт которого с итальянским клубом истекает 30 июня, станет свободным агентом. Игрок попрощался с клубом в Твиттере. Марко Арнаутович выступал за Интер с 2009 по 2010 и с 2023 по 2025. За это время австриец провел 63 поединка, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Президент Реала Флорентино Перес готовит супертрансфер. 26-летний итальянский голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарума заинтересовал ряд топовых клубов. В частности, мадридский Реал во главе с президентом Флорентино Пересом рассматривает итальянца в качестве долгосрочной замены Тибо Куртуа, которому уже 33 года. По информации Ля Газеты Делла Спорт, помимо Реала, подписать Доннарумму также хотят итальянский Милан и немецкая Бавария. А журналист Альфредо Педулла также отмечает о заинтересованности со стороны Манчестер Сити, Ювентуса и Интера. Однако Педулла уверяет, что вратарь склоняется к тому, чтобы остаться в ПСЖ. Его контракт с парижской командой рассчитан до лета 2026 года. И в ближайшее время кипер встретится с руководством для обсуждения нового соглашения. Знаменитый футбольный клуб прекратит свое существование. Известный итальянский клуб Брешия объявил о банкротстве и в ближайшее время прекратит свое существование. В этом сезоне итальянская команда играла во втором по силе дивизионе серии «Б» и даже сумела избежать вылета. Однако из-за серьезных финансовых проблем Брешию оштрафовали на 4 балла и отправили в низший дивизион. Накануне стало известно, что итальянская команда не сумела выплатить долг в 3 миллиона евро и была лишена профессионального статуса.
Ожидается, что в ближайшее время Брешия расформирует команду и предоставит всем своим футболистам статус свободного агента. Знаменитый итальянский клуб за время своего существования в 114 лет 4 раза побеждал в серии «Б» и неоднократно выступал в элитном дивизионе. В составе Брешии в свое время играли известные личности, как Андреа Пирло, Пеп Гвардиола, Роберто Баджо, Лука Тони и многие другие. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.